Друзья, всем привет! Меня зовут Иван, я фанат автомобилей. Очень люблю марку Land Rover, в особенности Range Rover. Но сегодня мы с вами едем делать очень неординарное и нетипичное действие. Мы с вами сейчас едем покупать новый танк 500. Да, вот такая ситуация. В общем, мы сейчас меняем семейную машину. Это машина Land Cruiser Prado 2015 года. Она была куплена новой. Что-то в районе, по-моему, 2,5 или 2,6 миллиона тогда по тем деньгам. И сейчас она будет сдаваться в трейд-ин. Получается, один владелец, 150 или 160 тысяч пробега. Двигатель там 2,7 бензин. По рыночной стоимости, рыночная стоимость где-то у них 3,3-3,5, но мы будем сдавать в трейд-ин за около там 3 миллионов. Но чтобы была еще скидка на танк. То есть там плюс то на то компенсируется, но не надо морочиться с продажей, удобно, конечно. Вот. Долго выбирали, смотрели разные варианты. Ездили смотреть QX80, смотрели Range Rover рестайлинговые, Sport или 405, но что-то варианты на БУ рынке, конечно, очень плохие. Задача от машины была максимально не заниматься машиной, чтобы машина просто ездила, делать там раз в год ТО и не думать ни о чем. Вот такая задача. Но в то же время там с большим комфортом. И в какой-то момент выбор пал на новый автомобиль. У нас, к сожалению, такая реальность, что даже сейчас, покупая машину каких-то европейских брендов, хоть и новую, не факт, что у нас будет с вами гарантия. Поэтому выбор пал на китайца, который условно является аналогом Prado, да, по позиционированию, по стоимости и так далее. Покупать Prado, которому уже 10 лет в обед, этому кузову, ну, скучно, неинтересно, уже что, он откатан. И поэтому вот выбрали вот этот вариант по цене, что-то там чуть больше 5 миллионов цена на него выходит. Ну, вот сейчас едем в автосалон, чтобы окончательно убедиться в оценке Prado и заключиться сегодня. Надеюсь, заберем. Вот, стоят машины с двумя комплектациями. Вот этот белый максимальный, вот этот в более простой. Их всего две сейчас на рынке. Отличие внешнее, что здесь установлены электрические пороги, а здесь стационарные. И внешнее отличие, что здесь панорама, а здесь просто люк по салону. Разницы в коже я особо не почувствовал, ну, наверное, мягче, но такой вопрос большой. А вот здесь вот, видите, алькантара, потом вот здесь все тоже зашито. Добавляются там еще, по-моему, вентиляция, я не помню, в том есть, нет. Ну, в общем, шторки сзади. Здесь, ну да, здесь вентиляции нету. Вот так.
Здесь как бы тоже все кожей прошито. Не знаю, насколько там. Ну, может, здесь кожзам, а там натуральная. Я этого просто не уточнял. Но на ощупь что то приятно. То есть нет здесь такого эффекта кирзовой какой-то кожи с шагренью большой, зернистостью. Вот, в общем, выбор из черного, белого. И оказывается, у них есть два разных оттенка. Есть, получается, два светлых. Есть цвет шампань, вот такой вот. Вот с таким вот отблеском. Есть серый. Он как бы тоже при разных освещениях такое ощущение, что шампань, но вот если их рядом поставить, видите, вот этот более золотистый, а вот этот более серый. Будем брать вот такой вот. Вот цвета получается. Вот серый, вот бежевый. Такая разница. Ну, а, конечно, странно, они сделали два почти одинаковых цвета. На дороге вот отдельно я бы, наверное, не отличил. А вторая модель у танка, это вот танк 300. Прайс на него вот такой вот. Очень мне чем-то напоминает Wrangler. Ручки такие, конечно, черные, простые. Вот так вот, но в салоне, конечно, приятно выглядит. 60. Так, ну вот такой вот у нас салон. Рычаг КПП. Неоднозначный, прикольный. Но тут, конечно, это все очень красиво выглядит в салоне, но вопрос, как это в действительности, в реалиях, в сугробах и так далее, как это все будет работать и выглядеть. Вот, и что, заметил сейчас здесь такой рыжий салон. Вот это, конечно, красиво, вот это мне нравится. Тут получше, поинтереснее. Ну вот если их рядом, если они рядом не будут стоять, конечно, цвет отличить очень сложно, что это разные цвета. А вот это, друзья, максимальная комплектация, и помимо этого еще и двухцветный салон. Бело-синий, как на роверах. Я помню, в 2011 году был такой красивый, нарядный бело-синий Вестминстер 322 с таким же сочетанием цветов. По математике, друзья, Prado оценили в 2,9, а танк получается 5 миллионов. Соответственно, доплата 200. В нее включены также комплект зимней резины Conti Viking 7 липучка и защита днища, плюс антикор обработка, плюс какая-то сетка в бампер, плюс какие-то коврики. Ну, в общем, как мне кажется, вот приехать условно на там 7-летнем прадике и уехать на новой машине со всеми допами, доплатив 2, вполне себе нормальная сделка в нынешних реалиях. Ну, посмотрим. Поэксплуатируем самому, очень интересно. Никаких там дополнительных скидок и так далее за то, что там я делаю блок и так далее. Ничего этого нету. Куплено по полной стоимости. А минимальное предложение, которое мне удавалось найти, это 5200, 5300. Ну вот здесь получилось вот так. И путем долгих переговоров удалось такую цену сделать. Друзья, если вас заинтересует, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, там я выкладываю последние новости из моей автомобильной жизни, а также у нас есть группа, где мы обсуждаем различные темы касаемо автомобилей, в большинстве случаев это Land Rover, объявления машин, ремонты, ситуация на рынке и так далее, много чего полезного. Вступайте, буду рад вас видеть. А вот Prado, который мы сдаем. Покупали в 2015 году, пробег 167. И что удивительно и особенно, у нас еще стоят родные тормозные диски, заводские. Не меняли их еще. Машина без окрасов. Резину еще тогда покупали зимнюю. Вот в таком состоянии сейчас. Вот как-то так.
Спасибо тебе, друг. Пока-пока. Так, а вот состояние салона на 160 тысячах родного пробега для фиксации. Вот так выглядит боковина. Это пух от куртки. Руль перешивали, потому что уже в момент ковидных ограничений от септика краска полезла, и вот перешили. Вот так боковина выглядит. Ну, ничего не чистили, просто это вот грязь, пыль. Вот селектор КПП. Вот подлокотник. Так, здесь окей. Резина, диски. Вот так фара выглядит, без пленок, без всего. Вот хром. Вот здесь у нас коцка. РР помогает. Так, резину в подарок дали. Вот мой любимый Континенталь 7 Викинг, антивикинг. Да? Резина летняя, вот. Тут параллельно еще выдача одного. Разница по комплектации. Вот, получается, вот здесь порог подвигающийся, здесь стационарный. И по люку. Видите, здесь обычный люк, здесь как панорама. Сейчас стоит ровный, ну, Да. наклонов. Если что, можно его поставить вот так. Чуть будет зазор, но Да. скоса не будет. После того, резину поставили, она ровно стоит. Понятно. А вот стол он из чего делается? Из вот этого? Вот, сюда вставляются ножки и ставится на улицу. Прикольно. И такой стол для пикника, да, Да. образуется? Здесь 220 розетка. Здесь второй кондиционер, вторая печка. Если климат задний включен, отсюда будет слышно, как он работает. Вам, в принципе, нужна только омывайка. Если что, смотрите, в машине у вас под капотом два контура охлаждения. Первый — стандартный бачок антифриза, который на блок цилиндра. Второй на интеркулеры. Второй на интеркулеры и на охлаждение мозгов гибридной системы. Он здесь под бачком стоит, но вам, в принципе, он не нужен, но знаете, что просто он есть. Тут просто, на самом деле, мотор заканчивается вот здесь, а вот здесь все, там куча патрубков, радиаторов и тому подобное. Так, в принципе, стандартный масляный щуп, тормозная, а антифриз под этой крышкой. Вам, в принципе, не нужен, там отчелка все там по центру есть. По обслуживанию, как я вам говорил, первое то в 10 тысяч километров, либо через год, каждая последующая через 15 тысяч. Вы сюда ездите? К любому официальному дилеру. Мы ближе к вам. А Вавилон и Волгоград можете к ним ездить. Официально вам без разницы, вам что-то. Сдвигаем. Механическая часть ключа, жало здесь. Это если нужно будет. Сдергивается на водительской стороне вот эта часть пластиковая. Сдергиваете, и там личинка. Только с водительской стороны. И все делаете. В машине две вольтовых системы. 12-вольтовая и 48-вольтовая. Они дублирующие. Машина всегда заводится на 48 вольтах. Если даже сядет аккумулятор, либо выйдет что-то из строя 48 вольтовой силы, у вас здесь 12-вольтовая система, и он с этого стартера все равно машину запустит. Так что даже если у вас сядет бортовая система 12-вольтовая, например, открыть машину, вы открыли, но возможно у вас 48-вольтовая заряжена, и машина с нее заведется. Так что этот вариант тоже учтите. Стандартный ключ открыть, багажник закрыть и поиск автомобиля. Нажали там поиск, она моргает, потом запищит еще. С этого, ну, потерять, да. Также машину может штатного ключа запустить. Если, например, машина стоит перед окном, на закрытой машине нажимаем «Закрыть» и быстро верхнюю кнопку. Вот это классно зимой. Ну, опять же, есть, вы можете запускать с приложения. Это второй вариант с ключа, если что-то нужно. Вы просто пришли к машине, дернули за ручку, сели, поехали. Она не глохнет. Также в машине бесключевой доступ, то есть ключ выставить не нужно. Палец приложили, машина закрылась.
Подходите, руку засунули, открылась. Единственное, не делайте вот так. Она не поймет, я открыться или закрыться. Начинает сходить с ума. Так что руку засунули, открылась. Ушли, закрылась. Также можно включить в меню закрытие с ключа удаленно. Получается, подходите к машине, машина видит ключ, открывается. Уходите, машина ключ потеряла, закрылась. Это опять же можно будет в меню сделать. То есть даже до ручек не надо, да? Да, ну это просто вот как стандартно, если кому-то нужно, ну или штатный брелок. Так хотя бы, чтобы будет ключ изнашиваться. Багажник также отдельно сделан бесключевой доступ, если нужно будет. Открываете багажник, машина закрыта, но багажник открылся. Хлопнули, он закрылся обратно. Все 4 камеры, задний с омывателем, чтобы было удобно. Ну, понятно, парктроники это везде. Лючок. Стандарт, как на европейцах, закрыт. Если машина открыта, нажали, заливайте. Ну, здесь место под это, Скорее всего, под мочевину на самом деле, потому что машина под Евро 6, она, скорее всего, будет затачиваться на другие страны. Они сразу с запасом сделали, чтобы был еще дополнительный бачок. бензин, мочевину тоже добавляют. Да, под Евро 7, скорее всего, будет, да. Здесь машина под Евро 6 нормально проходит без мочевины. Но они, видать, сразу с запасом сделали. Загорелись приборы. Так, давайте вкратце там. Ну, как понятно, стеклоподъемники автоматические. Нажали, до упора поднялись. Стекла двойные, шумоизоляцией. Настройка зеркал. Левое зеркало и как джойстик. Вправо-влево, вверх-вниз. Блокировка задних окон, центральный замок. Если два зеркала одновременно нажимаем, складывается. Два нажали, разложились обратно. Также на автоматически все это там делает, в меню можно будет сделать. Это беспроводная зарядка. Да, это я вам сейчас все покажу. Давайте так, датчик света включили, в авто поставили и забыли обо всем. С торца есть еще одна кнопка авто. Нажимаем, вот здесь загорается индикатор автоматический дальний свет. Если вы едете, машин никого спереди нет, она включит дальний. Увидела машину, без разницы спереди, сзади, она выключит дальний, вернется обратно в режим. Если там не нравится, можете выключить, пожалуйста. Ну, стандартно, если моргать дальним на себя, от себя включили, все работает, все отображается. Здесь снизу у нас управление активным круиз-контролем. Машина умная. Если вы, например, один раз нажали, это просто активный круиз-контроль заработал. Если два раза дернули, включается интеллектуальный круиз-контроль. Здесь машина загорится таким синим цветом, будут загореться синие полосы. Машина будет сама ехать внутри полосы, сама будет подруливать, поворачивать даже. Потому что я, например, на тестовой машине проходил развязку на МКАДе, заезжал и съезжал, не трогая руль. Ну, как бы, надо все равно держаться, потому что она отключится. А так она сама все это делает. Я вам один раз подключу, все это потом будет быстро работать. Все, вот у вас загрузится Apple CarPlay, Android Auto, навигатор. Сейчас он все подгрузится, будет Яндекс.Навигатор. Если снизу вытягиваем в главном меню, включается режим продвинутый оффроуд, где здесь можно опять же смотреть там вот блокировки, понижайки. Вот, например, включили заднюю блокировку, вот она заблокировалась, все показала. Также здесь можно в экспертный режим провалиться, где можно много чего делать. Можно машину сделать сугубо заднеприводной, отключить все курсовые устойчивости и хоть боком на ней ездить. Пожалуйста. Электроника все это разрешает. Можете, например, даже отсюда включить 4H, понижающий все. У вас, например, сейчас
заблокировался межосовой дифференциал, но стоит высокая передача. Ну, понятное дело, причем это стопроцентная механика. Вот так включили, и у вас две блокировки включены механически. Все. Можно прям смело. Принудительно, да? Принудительный, да. Это именно стопроцентная механика. Так у вас есть штатные режимы, если управление. Вот это большая шайба. Нажимаете авто. Из него выйдем, режим экспертный, видимо, не вышел. Грубо говоря, да. Сейчас, секундочку, видимо, не вышли из экспертного режима. Да, выход. Угу, теперь все дало. Тут нажимаем авто, автоматический режим. Машина сама регулирует, как ей двигаться. Машина в этом, вообще во всех режимах машина всегда полноприводная. Дальше она уже меняет в зависимости от режима вождения. Дальше крутим шайбу. Эко-режим, там, например, снег. В снег машина больше 50/50. Если включаем спорт-режим, например, вот спорт-режим, она будет больше заднеприводная. Она, грубо говоря, все равно там 3% момента вперед она всегда перебрасывает в любом случае. И вот там все в барах, температура, датчик в каждом колесе, и давление, и температуру каждого колеса показывает. Ну, также здесь температуру масла, давление масла, все это показывает. Параметры посмотрите, побалуйтесь. Если она грязная и она активирована, нажимаем как омывайку заднего стекла, зажимаем и держим. Вот он помыл и заднюю камеру, и заднее стекло, если активирована камера. Подогрев сидений. Если вы нажимаете, он включается сразу максимальную мощность. Если вы хотите подрегулировать, вот шкала климата. Тут можно там задать температуру, которая вам нужна. И вот здесь есть вот подогрев сидений. Нажимаете, и здесь 9 чувствительностей подогрева. Сами подрегулируйте. Один раз нажали, полностью выключился. Задний там отдельная кнопка, и можно через магнитолу включить. Она у вас загорелась, видите ее сейчас? Нет. А, вот. Вот, Да. теперь нам будем настраивать. Теперь, а он не увидит, теперь увидит только вы ее. Садитесь и настраивайте выше, ниже, куда вам ее надо, чтобы вам не нагибаться. Вы ее должны хорошо видеть. Как из этого. Под уровень глаз просто. В кабинете у этого. Нормально видите? Да? Здесь опять же, вот если сейчас я включил, она сейчас стала белая. Если неудобно зимой включайте, она становится синяя. Ну, чтобы видно было в снег. Отрегулируйте под себя. Здесь получается, если подключить Яндекс.Навигатор. Яндекс.Навигатор будет показываться здесь, дублироваться здесь. И на проекции будет вам показывать стрелкой, куда поворачивать, через сколько метров. Это все у него выдается. Беспроводную зарядку я вам включил. Это все есть. Снаружи я вам включу все распознавания, чтобы с ключом уходили, закрывалось. Все это здесь делаю вам. Зеркала. Автоматическое складывание стоит при установке сигнализации. Но если что, отсюда может также меню сложить их, разложить, если уж надо будет. Окна — это автоматическое освещение. Так, освещение. Здесь получается, ну, можете сами построить. Самое главное, вот вам окружающий свет. И можно отдельно настроить переднюю часть, заднюю часть. Вот эти подсветки. По цвету, какую хотите. Хотите — выключите, хотите — включите, хотите под музыку. Сейчас она горит? Сейчас горит. Давайте сразу фиолетовую включим. Какую хочешь? Да, потом Да вот я вам разберемся. образно одноцветная, вот он, вот он. Можно сделать, что она там переливалась, там какой-нибудь, там цвет вот моргала, вот там переливалась, там как хотите, побалуйтесь, там их куча настроек, всего есть много. Еще важный момент — вождение. Здесь есть два пункта: режим торможения и усилия. Тормоза. Можно регулировать степень нажатия, вообще активности педали тормоза. У вас в машине тормоза не прикручены напрямую к колесам. Они идут через блок электроники. За это у вас, когда вы, например, будете нажимать резко тормоз, в педаль вам ABS работать не будет. Его просто нету, потому что он по-другому работает. Здесь вы можете регулировать степень нажатия. Скорее всего, если вы ездите как на прадике, в комфорт поставите, нужно будет продавить вакуум, и где-то там будут в конце тормоза. Если поставите спорт, они будут как у легкового автомобиля, прям чуть нажали. Стандартная. Ну, стандарт нажмите, да. Руль также. Степень жесткости руля. Пасами. Легкий. Ну, я кайфую, когда Ну, мы же с тобой потом поставим это все. Это полазите, попользуйтесь. Парковка тут, в принципе, все настроено, все это есть. Климат. Вот у вас работает, получается, можете перемещать, там как удобно, можете нажимать. Здесь основные кнопки у вас выведены, но основной функционал самый полный здесь. Здесь, опять же, вы можете включить, например, подогревы всех сидений механическими кнопками, как вот здесь, сзади. И, кстати, на руле я вам сделаю кнопку. Вот она у вас. Подогрев руля. Вот эту кнопку я вам сделал. Нажимаете, выключила.
Единственное, что вам нужно будет включать через меню, это подогрев лобового стекла. Он электрическими нитями, но включается только через это меню. Здесь также можете, например, включить там подогрев руля, ну, либо вот этой кнопкой. Здесь все отображается. И здесь можно управлять задним климатом. Вы можете, например, вот там прибавили, и вот слышим, сзади задул мотор в багажнике. Не, в багажнике его слышно там. Отсюда, если что, там не нужно, можно просто его выключить. Ой, не тут выключил. Задний. Выключили, все. Так вот там в авто поставить. И так у вас... Ну, сюда показывается, все это рисует, все это удобно. Также можете подогрев сидений отсюда же регулировать, там задний и тому подобное. Это все вот климат. Климат доступен всегда. Так, ну вот сейчас подогнал нашего помощника к капоту. Сейчас возьмем летнюю резину, перегрузим РР, уже обули Континенталь и перегрузим сюда. Ну что, друзья, все, выехали из дилерства. Я вот на РР везу колеса. В общем, по цифрам, финал, как и договаривались, машина получилась 5100. Land Cruiser оценился в 3. Ну, соответственно, доплата 2100. Там что-то чуть-чуть подвинули, то есть машина обошлась в 5, Land Cruiser оценили в 2,9, но сам факт доплаты для нас 2,1. Вот, о которой договаривались заранее. Еще сделали каско. Каско на эту машину стоит 70 тысяч рублей. Что я считаю вообще просто подарок. Я как услышал 70 тысяч, я был в полной уверенности сначала, что это Total угон. Потому что при нынешнем курсе, при нынешних ценах на запчасти, ну это реально цена Total угон. А компания, по-моему, ВСК называется. Вот. И 70 тысяч с полным покрытием, без франшиз каких-либо, без всего. Прям достойно. ОСАГО вышла там в районе 8 рублей. Да и вот все расходы. Резина в подарок. То есть цена, короче, окончательная танка вышла 5100, плюс зимний комплект резины, плюс всякие какие-то там сумки, не сумки, плюс у него еще забавная история, что у него была установлена защита днища каким-то клиентам дополнительно, а потом он от нее отказался. И, ну, как со слов менеджера, он сказал, что они про этот момент забыли и только сейчас выяснили на предпродажке, что у него защита днища, но включать стоимость не стали. То есть еще один такой небольшой бонус. Ну вот как-то так. Такие цены сейчас.